Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Пламен Паска в прямом эфире прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу растущую любознательную аудиторию в этой достаточно светлой, солнечной и для многих, наверное, приятной весны 19 мая 2026 года. Однако политические обострения не отпустили наших, скажем так, главных действующих акторов, которые мы, наверное, сегодня будем обсуждать широким спектром, потому что вот это медицинско-политическое недобро затронуло многих, начиная с Киева, мать городов русских, проходя через других регионов, например, там Вашингтонский округ Колумбия, ну и дальше по списку. Но об этом мы подробнее поговорим. Ребята, и, пожалуйста, проверьте ваш колокольчик. Если он беленький, нажмите еще раз, чтобы он стал черненьким, чтобы вы уведомления получали. YouTube чудит, а вы потом пишите гневные комменты. Почему я не получил уведомления? Почему я это не вижу? Почему я абоненты, подписчики? Ну потому что там колокольчик, иногда с ним чудесные вещи происходят, только не наше это дело. Поэтому вот так вот, 3-4 секунды не поленьте, особенно сейчас во время прямого эфира. Да, будем сейчас разбираться, по ком звонит колокольчик, друзья, поэтому, как всегда, это максимальное общение с вами. Значит, пожалуйста, QR-код, который это по Хемингуэй. Если кто-то не читал, это Эрнест Хемингуэй, если кто-то не читал. Вот так вот. Это только для знатоков эта передача сегодня. Значит, смотрите, QR-код, который видите возле меня, возможность прямо на экран написать, никого не дожидаясь, и не ожидаясь окончания эфира, там вывести на экран свой вопрос, мнение, предложение и поддержать канал. QR-код, который с другой стороны, это клуб зрителей, там можно заранее оставить свой вопрос, сделайте это во время эфира, пожалуйста. Точно так же заранее абсолютно открыто в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи традиционно. И чат трансляции в самом финале. В общем, оставляйте свои вопросы и будем на них отвечать вот в режиме онлайн, но в самом конце. А вот прямо сейчас начнем с, наверное, ключевого вопроса. Этих дней. Причем так одной строкой пробежало, знаете, ну у нас же как, Трамп встретился с Си Цзиньпином. Много говорилось об этой встрече, много говорилось о том, удалась, не удалась, какие-то детали, какие-то вот шероховатости, какие-то, ну даже полускандальные вещи, как-то выброшенные подарки, в общем. Много это обсуждалось и обсуждается и продолжается сейчас, потому что именно сегодня вышли официальные доклады, ну вот официально, как съездил Трамп в США. Ну, в общем, Белый дом это публикует, да, все там по спискам, рабочие группы, Боинги, продовольствие, все как положено. Но сегодня встреча с Путиным, а дальше, да, и там тоже есть уже примерно, ну, плюс-минус точная, но интересная программа. Будем ждать подробностей и деталей. Сегодня к вечеру прилетает Путин к Си Цзиньпину. Там 40 договоров летит, там полправительства условных, и еще и куча бизнесменов российских. Поэтому будет интересно, как там Трамп с бизнесменами, Путин с бизнесменами и к чему придут. К каким соглашениям по энергосфере, по там, атомной энергетике. Будет ли что военное? Да, тоже очень интересно, потому что Путин говорит о беспрецедентном сотрудничестве России и Китая в своем обращении к китайскому народу. Принципиально интересно, что обычно это программная статья в китайской прессе. Каждый раз, когда, в общем, совершается такого рода визит на высоком уровне, Путин публикует вот как бы материалы текстовые. Сейчас, видите, как шагнуло немножко вперед в духе времени все, и обращение, прям вот видео записал Путин конкретно по случаю этого визита. Ну и, конечно, сам визит, его предпосылки будем разбирать, но это еще не все. Дальше. Вчера одной строкой пробежалось, что в конце мая готовится встреча Трамп-Путин. Значит, ввиду этого треугольника, вот такой опрос сегодняшнего эфира, очень интересный. Кто кого кинет? Ну, обманет, перехитрит, кто кого вытолкнет, кто третий лишний. По-разному можно формулировать вопрос, но суть примерно понятна всем. Варианты. Путин и Трамп кинут Си Цзиньпина. Си Цзиньпин и Трамп кинут Путина. Путин и Си Цзиньпин кинут Трампа. Или еще такой вариант для, знаете, искушенных в геополитике. Это Трамп, Путин и Си Цзиньпин кинут всех остальных. Вот такие 4 варианта. Проголосуйте. В конце увидим ваши итоги голосования. Что думаете вы по этому поводу? А Пламен, давайте с этого начинать, потому что тема очень острая и интересная. Кто кого? Слушайте, ну я дерзну предположить, что самый популярный ответ будет Си и Путин кинут Трамп.
И это наберет, наверное, более 40%. Потом посмотрим под финал нашей передачи, насколько я это самое. Я просто боюсь, что, вернее, не боюсь, а дерзну предположить, что Си не будет кинутым. Си не позволит себя кинуть. Трамп попробует кинуть всех, но, но ему придется договариваться и с тем, и с другим. Иначе ему не решить вопрос Ирана. Поэтому вот в этом треугольнике времен Киссинджера, конца 70-х, вернее, второй половины 70-х годов 20 века, когда Киссинджер начертал вот эту силовую пирамиду, что ли, или силовой треугольник, что Китай, Советский Союз и Америка – это главное, скажем так, будущие настоящие силы, и нельзя позволять Советскому Союзу объединяться с Китаем, иначе мы их вообще-то там не осилим, поэтому мы всегда будем разрубать вот эти связи, которые между ними создаются. Это те времена, когда Америка была гегемоном. Сейчас гегемон не догегемонит чего-то. Совершенно очевидно, он уже, ну, если не Акела промахнулся, то Акела уже дряхлеет, Акела уже ошибается, Акела... Ну да, все еще формально да, но все уже чуют, что скоро он не будет этим Акелой. Поэтому вполне вероятно, это я дерзну предположить, что из перечисленных вами вариантов, скорее всего, они втрое кинут всех остальных, то бишь нас с вами. Нас с вами они кинут. Вот так. Ну, очень интересно. Давайте пройдемся по этой троице. Приходят новости о том, что Трамп взбешен решением Верховного суда США о введенных им импортных пошлин. Значит, его реально бесит, сказал он в интервью, решение этого суда, что не только потому, что решение отменяет введенные импортные пошлины, но и потому, что теперь США придется возвращать деньги. А это реально бесит. Меня это реально бесит. Вы можете представить себе людям, которые нас ненавидят, между прочим, которые годами нас обирали, я должен вернуть 149 миллиардов. Технически деньги, впрочем, возвращаются не иностранным государствам, а американским компаниям, импортерам. Это очень важный аспект, поэтому как бы это деньги не совсем странам, да, но все равно как бы приходится отдавать. Ну и параллельно с этим, да, достаточно какая-то вот очень и очень нервная ситуация складывается вокруг Ирана у Трампа, потому что он обещал начинать бомбить сегодня, но потом говорит, нет, там попросили королевство, залива, говорят, нет, не надо, ну зачем, и вот я решил отложить, да и вообще начал говорить опять он как бы пытается шатнуть то ли рынки, то ли ситуацию, и говорит о том, что да все хорошо, чего вы, все нормально, как бы мы очень близки к соглашению. Ну, а Линдси Грэм, который сейчас в последнее время активно подпевала изолизыватель острых углов для Трампа, в интервью вообще... Дмитрий Медведев американской упаковки. Вообще, он просто сегодня всех поразил, потому что на американском телевидении у него разошелся очень массово вируситься диалог с журналисткой, которая задает ему вопросы по поводу рейтинга, поддержки, одобрения Трампа. Да? Он говорит, слушайте, вы считаете, что... Когда на чашах весов безъядерный статус Ирана и победа в Палату представителей в Конгрессе, мы как государственники, конечно, должны выбрать Иран и его безъядерный статус. На что журналисты, ну, понятно, там как бы научены, все равно как ни крути, да, пускай там и западный манер журналистики, но тем не менее, она же начинала сыпать его уточняющими вопросами, так это что, вы готовы проиграть? Вы готовы проиграть выборы? Ну и он, собственно, получается, косвенно подтверждает этот посыл. Это абсолютно что-то новое, что меняет полностью аналитику, которая звучала до этого. А не получится так, что Трамп сам себя кинет, так отталкиваясь от вопросов, которые мы сегодня предлагаем зрителям. Задам вопрос вам я. Он слишком сильно себя любит и слишком хорошо сам себя знает для того, чтобы он кинул сам себя. То есть он сам себе эту услугу специфическую, скорее всего, предоставлять не будет и не собирается. Хотя у каждого это получается, как бы человек не был самовлюбленный, нарциссический там, как Трамп, ну, у нас есть такое выражение, настолько самовлюбленный, что ревнует себя с образа зеркала, что называется, то, что видит зеркало. Вот. Не, знаете, то, что вы сказали, очень важно, что Трамп хотел типа провести атаку на Иран завтра,
Но из-за этих монархий, дело не в монархиях. Дело в том, что Конгресс, как ему запретил не прошлый, а, наверное, конец позапрошлой недели, все еще не дал добро. Без одобрения Конгресса срок у него уже закончился. Ему нужно добиться каким-то образом, в том числе ядерной угрозы со стороны Ирана, одобрения Конгресса. Кроме того, у них там продолжают прибывать ресурсы, войска, корабли, живая сила и все остальное. Они не отказываются, они не разгружают. Это не рассасывается. Но ему нужна еще одна АУГ, авиационная ударная группировка, чтобы она прибыла. Там для ее прибытия нужно еще 4-5 дней. Если я не перепутал, там Marine Time, то есть это ресурс, на который, как в флай-радаре смотрим самолеты, а там смотрим вот эти корабли, на случай, если они не выключили свои транспондеры, а специально АУК не выключают, потому что это имеет и психологически угрожающий такой эффект. Смотрите, мы прибываем, поэтому вы лучше там соглашайтесь, не доводите до красного, что называется. Так что еще несколько дней это ему нужно, и как это будет, и как одобрение Конгресса будет получено, я уверен, что они приступят именно к прогнозируемую наземную операцию. Кстати, есть и третий фактор. То, что мешает Трампу действительно начинать это не сегодня, а вчера, это три фактора. Первый – Конгресс, второй – прибытие вот этой АУК, и третий, что очень немаловажно, но он не может это в коротких сроках решить. Нехватка ракет и противоракет ПВО, как для себя, как для своей группировки, так и для так называемых союзников и монархии. То есть он не в состоянии обеспечить им безопасность на время проведения этой своей операции. И, наверное, они с Израилем будут вынуждены провернуть что-то действительно очень масштабное, эдакое другое. Даже не буду сейчас предполагать, теоретизировать, что за другое. Там вариантов слишком много на самом деле. Военное я имею в виду. Чтобы вглубь от 20 до 50 километров действительно захватить вот эту полосу примерно 50, не 50, а 120 километров длины побережья Иранской от Бандер-Аббаса до там, этого поворота Ормузского пролива для того, чтобы действительно гарантировать, что все могут проходить и действительно обложить всех мздой. Я даже думал, что это будет, если у них военная операция получится успешной, в чем я очень сильно не уверен, теоретически это нужно допустить в качестве гипотезов, то они захватят вот эту территорию надолго, на десятилетия, для того, чтобы гарантировать уже послушное и покладистое поведение руководства Ирана. Весь Иран они захватывать не будут. Со всем Ираном они воевать не будут. Они захватят сонную артерию Ирана, Бандер-Аббас и Ормузский пролив. Вот это, если они захватят и будут контролировать, и именно тогда, когда Иран с чем-то будет не согласен, будут прижимать эту сонную артерию, понятно, что происходит, когда сонная артерия там прижимается, в обморок, естественно, падаешь, засыпаешь как минимум, то вот так они это будут делать. У них нет сил, они прекрасно понимают, где какие союзники. Франция, Шарль де Голль, прогулял его туда-сюда, обратно. Что Франция будет иностранный легион там отправлять, чтобы они там в песках воевали? По-настоящему, что ли? Теоретически может быть, правда, я не представляю, что нужно обещать Франции, чтобы она на такое пошла, потому что это будет истребление этого славного легиона, процентов на 70, на 80 придется его возрождать из пепла, на случай, если будут кандидаты его возрождать после такого. Поэтому у них нет живой силы. Для того, чтобы захватить Иран полностью, нужны 40-50 миллионов. Солдат, я имею в виду. Америка, даже если технически может такое сделать, из этих 40-50 миллионов полягут половина. Америка на это не готова, Трамп на это не готов. Это даже теория не научная фантастика. Но захватить вот эту сонную артерию, Бандер-Аббас, порт, главный логистический вход и выход, плюс Ормуз, линейных 120 километров, глубину от 20 до 50 километров вглубь, вот они это могут сделать. Вы же понимаете, захватить не значит удержать, плюс для того, чтобы удержать, нужно 50 километров вглубь. Для того, чтобы удержать 50 километров вглубь. 50 километров вглубь – это ничто. Для дронов? Нет, для дронов, смотря для каких. Опять-таки, мы же видим, как Иран. Ракеты, дроны, пожалуйста. Видим, какая вот сейчас такая война. Да? Какие там столкновения, с кем происходят. Ни с кем никто. Все просто занимаются вот этим. Как ты удержишь, если эта вся узкая полоска будет бомбиться дронами? Плюс, это абсолютно переворачивает риторику, что
в общем, ядерный статус, главная причина всех проблем Ирана. Наоборот, это станет катализатором ядерного статуса Ирана, причем такого, вполне вероятно, такого полулегального, полускрытого, как у Израиля. Типа есть, ну а вы хотите попробовать? Ну а тут как бы, если это будет, то быстро появится ядерная бомба, и куда-то ее будут применять. Это однозначно, потому что ну, Иран не для того, собственно, сейчас закручивает всю эту лихо, вот эту всю историю с своим сопротивлением для того, чтобы отдать вот эту узкую полоску. Поэтому тоже какой-то очень Отдавать никто не сносный будет. вариант. Отдавать никто не будет. По боем это придется брать, и это будет очень не бесплатно и очень не безнаказанно. И даже догадываюсь, кто готов предоставить ядерную бомбу Ирана, хотя у Ирана, конечно, ее нет. Пакистан. Ну, тут еще есть варианты, потому что Китай тоже видит, как все происходит. И причем очень интересно, одни говорят, что визит Трампа в Китай был успешен, как никогда. А другие говорят, что да, это провал полный, это ужас и позор при всех вот этих всех, скажем так, понятных, может быть, только китайцам элементов и таких вот тонкостей дипломатии, да, на этом приеме. Но все же ожидают, какой будет визит Путина в Китай. Что скажете по состоянию на сейчас? Мы в прямом эфире, поэтому еще Путин не долетел, его еще не встречает Ван И в самолете, и нет еще этого движения, так сказать, развития событий. И мы посмотрим там тоже элементы, что кто заявит, какие заявления, какие будут подписаны документы, если это все опубличат. Ведь сейчас все начнут сравнивать, а как съездил Трамп, а как съездил Путин. Что скажете по поводу этого сравнения? И на самом-то деле, да, вот этот визит многие немного так, чуть-чуть прижав ушки, немножко в стоечку, скажем так, с согнутыми коленами ожидают, что, в общем, после этого визита начнется определенный рывок в Украине. Ну, вот как вторжение, да, или там СВО, которое начинал Путин, он же его немножко отсрочил после Олимпиады. Да, вот и сейчас многие сравнивают ситуацию с 22 годом. Ну, там сейчас и вообще-то чемпионат мира на носу, поэтому если Трамп помешает всем народам мира смотреть это спокойно и беспроблемно, никто это не простит Трампу, не то что американцы. Ну, вы, кстати, действительно, наверное, задали самый главный вопрос, а именно сравнение качества, результата и продуктивности посещения Трампа и начавшееся, ну, который, безусловно, начнется, посещение Путина. Трамп приехал где-то с ребятами, которые, не буду сейчас это подробно повторять, потому что уже подробную передачу на эту тему там сделал, прошелся по всем компаниям, карточками, фотографиями исполнительных директоров. Он приехал примерно с 20-25% мирового валового внутреннего продукта. Он приехал с телекоммуникаторами, он приехал с финансистами, причем из клуба триллионеров минимум 3-4 там было. Он приехал с военными, он приехал с компьютерщиками, он приехал с производителями уникальных чипов, которые имеют военно-прикладное и причем стратегическое значение NVIDIA, Jensen Huang. Он приехал с Стивеном Куком, с Тимом Куком. Он приехал с Стивеном Шварцманом, который является компанией Blackstone. Не BlackRock, а Blackstone. Blackstone это тоже триллионер. Естественно, BlackRock это там был Ларри Финн, который тоже триллионер. Там было Citibank, Джейн Фрейзер, там были многие, 17 этих, не буду всех перечислять. Естественно, Илон Маск, естественно, других хай-тековцев, естественно, биотехнологических компаний, естественно, чуть не сказал генно-модифицированных, генно-модификаторов компаний там тоже были. Там были Visa, там были MasterCard как компании. То есть он приехал с достаточно большим багажом. Правда, я не уверен, что от этого что-то хорошее получилось. Давайте, не буду действительно рассказывать. Короткий итог. То, что безусловно и бесспорно, по крайней мере официально даже заявлено. И Си Цзиньпин, и Трамп согласны с тем, что у Ирана не должно быть ядерное оружие. Б. И Си Цзиньпин, и Трамп согласны с тем, что
Ормузский пролив должен быть, безусловно, доступным и без никаких оплат. То есть по этим двум пунктам Ирана они полностью согласны. Дальше, на что они согласились, Китай согласился купить 200 Боингов, правда, неизвестно когда и как. Если кому-то это кажется успехом, напомню, что изначальные разговоры и договоренности были о 500. То есть, если собирались продать 500, а получили 200, то причем не получили, это просто Трамп сказал, что будут. Боинг будет их строить 10 лет. Боинг – это компания с очень плохим уже качеством, с очень плохим техническим сервисом, с очень плохими ценами. Боинг – это компания, которая идет, мягко говоря, Келли Ордберг, глава компании, вернее, да, главный исполнительный директор, он был там на этом самом, с этим все понятно. Что еще безусловно? Безусловно, очень важно то, что Си Цзиньпин я вообще впервые вижу и слышу какой-то китайский представитель или глава китайского государства, чтобы он говорил, что, слушайте, вы это самое, если будете нам мешать с Тайванем, это обернется очень большие опасности и так далее и тому подобное. То есть это была почти прямая угроза, причем военная. То есть Си Цзиньпин заполучил у Трампа обещание, и Трамп это действительно публиковал, что мы не будем, если что-то там жаркое начнется около Тайваня, мы не будем вмешиваться, потому что Трамп дополнил, я не хочу, чтобы независимость каких-то государств связывалась с тем, что мы поддерживаем эту их независимость, мы там не будем вмешиваться. Взамен тогда Китай что должен отдать? А Китай согласился, что не будет помогать, это тоже где-то между каплями, между другими там словами можно это посмотреть, достаточно очевидно. Китай не будет помогать Ирану ракетами, установками, чипами, ракетами земля-воздух, воздух-воздух, самолетами. То есть Трамп действительно готовится наехать опять на Иран. И ему не нужно, чтобы Китай в этом помогал. Китай слил Иран, а Трамп слил Тайвань. Вот это может быть более-менее такой укороченный вариант. Хорошо, где Украина? Я не уверен, что она там была. Я не уверен, что ее там обсуждали. Я не уверен, что она была интересна, потому что Украина там приоритет 3-4 уровня. В лучшем случае слово Украина будет звучать сейчас, когда Путин прибудет там. Например, Путин запросит, слушай, я готов, например, купить у тебя больше и других там чипов, но прекрати продавать эти чипы или товары двойного назначения Украине, потому что они там убивают русских солдат. Мы здесь собираемся с тобой заключить договор такой большой, масштабный. Давайте так, Пламен. Смотрите, по поводу того, что не было Украины, тут же какая очень интересная теза, ну, я не знаю, как это еще назвать, ну, в общем, как раз в день визита Путина, вот сегодня, да, в Китай, выходит Financial Times и приводит какие-то слова какого-то там вот знакомого ситуации, что якобы Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин еще пожалеет, что влез в Украину, ну, то есть вот так. И в этот же день, это очень важно, это вот, знаете, это для тех, кто, ну, немножко просто понимает, как это работает в Америке. Сегодня появился отчет Пентагона, отчет Конгрессу США, и там вот по Украине там очень интересные вещи. Значит, буквально тезисно. Ну, во-первых, с апреля 2024 года Конгресс США не выделял новых пакетов помощи, фактически переложил основную нагрузку по содержанию Киева на страны Европы. Ну, то есть очевидная вещь, понятно. Наблюдается деградация возможностей украинской армии на фоне критического дефицита дронов и снарядов. Это очень интересный, скажем так, посыл, особенно на фоне, ну, потужности Зеленского с ударами по Москве, Подмосковью, с вот этими всеми заявлениями, что да вот мы вот так можем, имеем шанс погасить вообще любой экспорт танкерами по морю Балтийском и Черном. Сегодня опять заиграла интересными, скажем так, красками о том, что СВР российская дала информацию, что будут запускать из Латвии, прямо из Латвии эти дроны. Раньше использовали воздушное пространство, теперь из Латвии. И, в общем, российская сторона говорит, мы знаем, где ваши центры принятия решений, и, в общем, будем бомбить, и НАТО вас не защитит.
Ну, то есть, смотрите, какие мощные украинцы. Тут же победа на победе. А в отчете Пентагона вот черным по белому вот это сказано. Россия сохраняет стратегическое оперативное превосходство над ВСУ. Сегодня это отчасти подтверждается сообщениями от военных в районе Покровска на севере. Опять очередной карман. Ну, так проще, котел не называю, карман. Ну, вот карман и карман, понимаете? Значит, переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантии безопасности. Контакты на высшем уровне так и не привели к подписанию соглашения. Наступательный потенциал ВСУ парализован. Нехватка личного состава, техники, боеприпасов исключает проведение крупных операций. Хотя вот буквально вчера же, смотрите, как говорили, ГУР, там, спецподразделение освободило Степногорск, это южнее Запорожья. То есть мы видим абсолютно другую картину. Но секрет этого прост. Отчет Пентагона Конгрессу США – это масштаб всей картины из пазлов. А украинская власть, да и российская тоже, там, я имею в виду всяких там, военблогеров, вот, людей, обозревателей и так далее, а они показывают нам картину, ну, вот там из нескольких пазликов. Ну, я только этим могу это объяснить. А вы? Мне сложно судить, потому что у меня нету, скажем так, разведданных, которым обладает Пентагон, Тулси Габбард, Пит Хексет и так далее. Потому что вот этот дух описания, который вы процитировали, я его видел, я тоже слежу за ситуацией в Степногорске, где, честно говоря, полегло достаточно много русских, там достаточно бойня такая масштабная произошла за последние 2 месяца. И это потому, что это меньше, чем сколько там, 12 километров, что ли, от Запорожья. То есть это один из последних рубежей вместе с Кумышевахой. Транспортно-логистический, я имею в виду. Дальше я не вижу никаких населенных и опорных пунктов. Поэтому там резня будет конкретной. Она и есть уже конкретной. Но то, что Пентагон рассказывает, Пентагон – это Пит Хексет. Пит Хексет – это команда Трампа. То есть они должны рассказать картину, которая, по крайней мере, мне кажется, что это политическое описание, то, что вы сказали. Факт является фактом, что фронт уже последние полгода, может быть и больше, очень неубедительно и очень почти незаметно флуктуирует. То есть динамика по продвижению там расширяется только килл-зона. Она была от 5 до 7 километров, стала 12-15, сейчас почти 40 километров килл-зоны. То есть в этой килл-зоне есть представители и того, и другого, есть мозаика, есть вообще-то лоскутное одеяло опорников, которые там есть, где-то уничтоженные, где-то предположительно, где-то захваченные, где-то неизвестно какие, где-то, может быть, вновь восстановлены. И ты рисуешь вот этими там цветами, эти карты там розовыми и другими там цветами то, что ты захватил, а у тебя за спиной 12 или 15 или даже 20 километров оперирует, снабжается, хотя и воздухом, например, украинский, скажем так, опорник, и на украинской территории есть тоже твои такие подразделения, которые тоже 15, 20, 30 километров за спиной, скажем так, передних частей, если такие вообще-то есть украинской армии, там оперируют российские опорники. Это, естественно, ситуация такая немножко перебор, но то, что это мозаичные структуры, и что битва за левой стены правого сарайчика у тети Мани в деревне Нижняя Александровка, и считается это каким-то оперативной сводкой, это реально так. То, что вы процитировали по поводу нехватки дронов, меня, честно говоря, удивляет. Потому что, особенно по поводу Латвии, там Рига, аэропорт Марупы, там есть серьезный большой завод дронов, военных дронов, которые построили, это, по-моему, запустили где-то 1,5 года назад, мне докладывали там ребята местные, что там это строится и запускается. Больше год, примерно около года назад, может 9-10 месяцев назад он уже производил, и даже звучали заявления, что Латвия собирается стать дроновым тигром. Не то, что каким-то, не книжным, а дроновым тигром. Судя по этим объемам, которые они могут производить, на старте они собираются производить где-то около 1000 не FPV, а middle и deep strike дронов. То есть вот эти более серьезные такие звери. Так что Латвия, они действительно в состоянии уже наносить
более такие длинноплечевые, можно так сказать, удары с территории Латвии. Все эти дроновские предприятия, как в Латвии, так и в Германии, так и в Галаховке, то есть в Голландии, так и в других, скажем так, европейских странах, смежные, которые они уже начинают, вернее, не начинают, они уже давным-давно начали заниматься инвестициями промышленных мощностей, они производят этих дронов. И заявлена, вернее, цель 3 миллиона дронов, черт возьми, 3 миллиона суммарное производство на 2027 год. Это не означает, что 2026 год сейчас где-то увидим миллион или даже полмиллиона, хотя черт их знает. То есть совершенно очевидно, Украина прекрасно понимает, вернее, банковые прекрасно понимают нехватку личного состава, с этим катастрофа, причем невосполнимая, ее ремонтировать и выжить какие-то соки дополнительно невозможно и недостаточно, но они уже дошли до того, что так называемую концепцию «Стена дронов» генерала Валерия Федоровича Залужного, которую он еще публиковал, и тогда хихихаха было 23-й год, что за глупости, он вообще-то в компьютерных игрушках, что ли, не наигрался, что называется, оказалось серьезное дело. И там уже личный состав, украинские опорники с 4-5 человек спокойно контролируют территорию 10-12 километров радиуса около них, без необходимости другого личного состава, имея достаточно качественного дроновода, дрона-разведчика, который там тыл подает, и, соответственно, достаточно количество боеприпасов для этих. Смотрите, со всем уважением, но давайте будем откровенны. В последнее время как раз-таки вот эти дроновые расчеты и погибают очень часто. Естественно. Ну, давайте так. То есть, если мы же приходим, ну, это же на самом деле война — это математика. Математика и геометрия, да? Ну, там алгебра, геометрия, как в школе, да? Ну, еще немножко там... И стереометрия. Да, еще немножко стерео... Смотрите, тут же все очень просто. Если вот идет такой расчет, что вот сидит, допустим, 4-5 человек и держат там какой-то вот участок фронта, там, невообразимо большой, да, но они не пехотинцы, они там дроны. От 5 до 10 километров, да. Когда вычисляется и выбивается вот эта точка, падает большой участок фронта. Ну, Да. то есть, ну, как бы, просто если мы пытаемся просто критически проанализировать эту историю, это очень классная промо-акция. Это очень, они, понимаете, они очень классные промоутеры. Они говорят, война, дроны все решат. Да, килл-зона большая. Но опять-таки, что такое килл-зона? Сколько часов в сутки эта килл-зона на разных участках фронта, да, а что из себя представляет фронт? Если мы видим вот эту очаговую оборону, только теперь, понятно, пехоты не хватает, а есть вот, собственно, вот эти расчеты, то это абсолютно меняет вообще и представление о том или ином бое. И тогда, ну, простите, там выбитые из Степногорска артаном российские войска, которые, вы говорите, так было много, так сколько много? Ну, там тоже сидело 3 калеки, извините, это выражение такое, ни в коем случае там не про погибших или пленных, или про солдат, с любой стороны. Но имеется в виду очень мало, горстка людей сидела, понимаете, и, конечно, там они зашли, прорвались, выбили, там, погода помогла, где-то что-то, где-то там дроны против дронов. То есть сейчас даже пишут, в общем-то, аналитику выдают достаточно интересную по подразделениям Рубикон, у которых и дроны-перехватчики на уровне, и вот эти системы выявления. Да, Рубикон один, он не на всей линии фронта Рубикон, но тем не менее, технологии, здесь же важна как бы гонка технологий в этом отношении, и сказать, что там Россия отстает, да нет. Точно так же по поводу, вот, например, удара в последнее время. Ну, то есть выносится точно так же нефтепереработка, там, нефтегазовый комплекс, вот в Полтаву прилетело, да, там в Прилуке, это сегодня, вчера Днепропетровская область. То есть точно такие же проблемы. Плюс, а кто сказал, что у россиян нет вот этих морских бэков, да, ну, вот этих безэкипажных катеров? Да есть, мы их даже видели один раз, но они не применяются. Они вот почему-то не применяются. Они вот именно, скажем так, точечно попробовали, разведали и так далее. Мне кажется, что
И есть гораздо больший спектр и вооружений, и, конечно же, возможностей. Просто что-то показывают, что-то не показывают. А людям, обывателю, скармливают о том, как ты сидишь за 500 километров в теплой квартирке, попивая кофеек, воюешь войну и продвигаешь там с украинской стороны линию сопротивления вперед. И приходите, все будут дроноводами. А на практике получается, что получаешь по почкам, под дых, унижают и засовывают тебя в эту рабовладельческую армию, которых толкают пехотой, ножками вперед. Просто идти дольше. Киллзона растет, и идти пешком дольше. Ну, армия униженных и, скажем так, загнанных рабов, я согласен, что с этими извращениями, другого слова не найти, скажем так, до армии обороны Израиля, где совершенно другой формат отношений, хотя они тоже воюют не первые десяток лет, как пешком до Марса, как пешком до Луны, что называется. И никто даже не думает. Смотрите, вот эти замечания, которые вы сделали, на самом деле, естественно, имеют место быть. Но я сразу хочу сделать уговор, что любое описание, которое мы сейчас обсуждаем, оно не претендует на то, что оно исчерпывающее, потому что оно не может быть исчерпывающим. Поэтому хочу обратить внимание на еще несколько аспектов, опять же, с этим уговором, что это не финальная и не окончательная картина. Вы говорите, хватает ли дронов на те острые, нужные, главные, стратегические, буквально несколько участков фронта, которые сейчас являются постоянной темой для обсуждения, хватает более чем. На остальной части из этих почти 2000-километровой линии фронта, естественно, вы правильно догадываетесь, там есть какие-то опорники, то есть там их концентрация в разы, если не в десятки раз меньше, просто потому, что там военные действия, ну, мягко говоря, вяло идут или почти не идут и перестреливаются, обмениваются любезностями не сильно активно, не сильно интенсивно. А там, где действительно это важно, там концентрация очень большая. Здесь, на самом деле, вы говорите, что Россия не отстает, но то, что случилось с Москвой, с Подмосковьем, когда сбили 560 с чем-то, а на самом деле было запущено 680 с чем-то или 658, ну какая-то такая цифра. Я не знаю, насколько она правдива, я просто сканирую вот эти сводки. Это означает, что процентов 15-20 все-таки было пропущено, и мы наблюдали вот эти кадры, когда даже в рамках Садового кольца, потому что Капотня – это Садовое кольцо, и этот НПЗ, он относительно недалеко от нашей квартиры, то есть километров 12-15 по прямой, там 20 километров на машине, что называется. Мы проживаем в Бирюлево-Западной, он находится там в Капотне, но если мы проживаем в 6 часов по циферблату часов стрелки там, Капотня – это 5:30. Примерно так, чтобы Москву себе представить как часы. Так что и все это ближайшее Подмосковье, которому досталось. Я видел, очень внимательно смотрел на эти дроны. Я, конечно, могу выглядеть наивным человеком среднего возраста, как Роман Богомила Райнова, какие-то советские времена. Это болгарский автор нашего социалистического Джеймса Бонда, что называется. Хорошие, классные романы были, не суть. И кино даже снимали. Но пусть я буду наивным человеком, но из того, что я видел, ни один из этих дронов не старался и не имел в целях бить именно по жилсектору. Они просто врезались, потому что там держали какой-то курс, и они ударили в верхушечку вот этого дома, потому что он просто был на пути, и, очевидно, тот, который управлял дроном, либо, не знаю. То есть они не били намеренно по жилсектору. Они действительно старались бить по НПЗ, они старались бить по военным объектам, они старались и успешно ударили по нефтяно-заливную там, или наливную, забыл, как это правильно сказать. Станция достаточно большая, она тоже на периферии Москвы, где-то в 10 часов по циферблату. Красногорско-Солнечногорский там район, эти районы я очень хорошо знаю, там проживает практически средний класс, то есть достаток там людей средний и выше среднего по московским меркам. Так что эти районы я знаю. Я там почти не полная. Почему не полная? Полные 20 лет. С 1999 по 2019 год можно считать 20 лет. Я на своей машине это объезжал. Я там знаю Москву больше, чем 80-90% из москвичей. Да, работа была просто такая, что постоянно шастал. Не курьером работал, конечно, но постоянно Пламен, везде. как это отражается на фронте? На фронте это отражается тем, что фронт все равно пока не будет достигнуто какое-то
военно-техническое, количественное и качественное преимущество одной из сторон, пока что замечаются признаки такого именно количественного наполнения, которое дает качественно другие результаты, пока что только у украинской стороны, фронт не изменится. Какие качественные результаты дает украинской стороны? Дроны, количество и качество дронов разного разнообразия украинских дронов, длина ударов украинских дронов и количество дронов, которыми они кошмарят и русскую сторону, и уже middle strike, то есть, грубо говоря, 300 до 500 километров от так называемой условно-безусловной линии фронта, указывают на то, что если они действительно добьются и продолжат вот этот количественный рост этих middle strike дронов, они просто уничтожат и раздербанят логистику снабжения российских войск. Потому что если они будут кошмарить 200-300 километров от линии фронта качественно и плотно, по нарастающей, как оно очевидно уже идет, потому что у России проблема с ПВО как была с первый год, так и есть пятый год, черт возьми. Они эти вопросы не решают не только на уровне Белгорода, Брянска, Орла, Воронежа, Ростова, если хотите, и так далее. Они их не решают его на уровне Москвы, Подмосковья. Сколько нефтеперерабатывающих заводов сейчас в Украине? Понятия не имею, честно вам скажу. Наверное, большинство из них пострадали. Ну, вот понимаете, в чем дело? Мы на самом деле, когда вот так вот оцениваем, что вот, там раздеребанят, ударили по НПЗ, все потерялась логистика. Это... НПЗ – это не логистика. Логистика – это склады, штабы и вообще-то место, где такелажные роты разгружают боеприпасы, перегружают, переставляют. И все это. Логистика – это доставка. Логистика не обязательно, чтобы это было Г7, горюче-смазочные материалы. Это, конечно, имеет место быть, без этого вообще никак. Но логистика – это сложные процессы, они могут все это раздолбить. Именно это я имел в виду. Простите, что вас перебил. Я просто не... Смотрите... По Украине эти дроны в таком же товарном количестве летят очень давно. Очень давно. Понятно, что здесь вопрос целенаведения. Там к Зеленскому приезжал Карп, говорит палантир, автоопределение целей. То есть фактически американская компания взяла на себя, да, то есть в том числе и вот эти последние удары. Ну, это, конечно, очень максимально странно выглядит, да, потому что в Российской Федерации есть в доктрине пункт о том, что если не ядерная страна при поддержке ядерной страны атакует, то, конечно, расчехляем все сарматы и так далее. Сегодня у России учения, вчера были объявлены в Беларуси, совместно белорусско-российские, но не как больше белорусские, при участии российских войск, ядерные учения с тренировкой доставки тактического ядерного оружия. Сегодня уже немножко побольше учения ядерные у России. Они ведь тоже проходят не случайно, потому что мы видим, как, ну, по крайней мере, в украинской прессе, это как описывается. Вот, достал свою ржавую ядерную дубинку из холодильника, там, Путин, или бункерный дед, вот эти все вещи, да. Но по большому-то счету мы видим, война и военные действия – это логические вещи. Вот вы приводите в пример логистику, да, логистику как таковую. Я почему-то думаю, что много ума не надо той же самой российской стороне, как, например, там зашить в тенты грузовики там условной новой почты, а это факты. То есть мы тут можем говорить, там, это предательство, это поклеп. Нет, это факты, которые люди просто, у них короткая память. Да? Или там применять логистику гражданского сектора, размещать, собственно, там склады и личный состав в спортзалах школ, детских садов, которые там закрыты, например, да, или которые там, ну, скажем так, учатся на удаленке. Ну, я думаю, что много ума для этого не надо и на российской территории. Мы сейчас просто подходим к главному вопросу. Вот этими ударами война переходит на новый абсолютно уровень. Во-первых, готовится ядерная логистика, ядерный ответ, ядерное учение, ядерная компонента, причем с участием союзного государства. Это серьезные вещи, это сигнал достаточно важный. В ответ на этот сигнал мы от Европы слышим из Латвии, министр иностранных дел говорит, а давайте врываться в Калининград и заберем эту крепость у России, понимаете? То есть
Тут все понятно, кто с кем воюет, и кто на словах, кто на каком-то деле, на какой-то тренировке. Это с одной стороны. С другой стороны, мы делаем так, что российская сторона переходит, ну, в европейской части России так точно, в режим войны с военными хитростями, с подставами там гражданских объектов, с какими-то разветвленными сетями доставки горючки, боеприпасов и того и другого. То есть мы немножко в другом находимся, скажем, состоянии. Но изначально объемы и размеры, они тоже не сопоставимы. Мне тут упрекают: Шелест, ну что ты, размотаем все. Ну вот смотрите, если Украина смогла перестроиться логистически, и не только логистически, а и, ну, там, средствами доставки и так далее, да, смогла перестроиться, когда из тыла доставляется, тыла европейского доставляется условно на передовую, то почему Россия это не может сделать? Вот им нужно много времени, потому что она больше. Но в конечном результате мы будем иметь маленькую, перестроенную, уже отлупленную систему снабжения фронта и войны, и большую, да, которая не так отлуплена дронами, потому что, давайте честно, да, ракетные удары, обстрелы 4,5 года, и вот эти вот последние там удары вот этими дронами, какие бы они ни были чудодейственные, это несопоставимые уроны до сих пор. Это несопоставимые уроны. И будем иметь вот такую большую систему. Просто тут же главный вопрос – это политическая воля и политическое решение. Вот сейчас вернется Путин от Си Цзиньпина. Придет и скажет: так, старцы родненькие кремлевские, все, перестраиваем европейскую часть как бы России, машину, государственную систему под победу. Усиливаем мобилизацию. Я думаю, вряд ли будут так хватать, как в Украине. Вот этих ударов будет достаточно, чтобы выстроить чуть-чуть побольше очереди в свои военкоматы. И попрут, понимаете, и будет, собственно, абсолютно другая война. А тут, как вы выразились, тигры прибалтийские, да, вот эти тигры, которые Калининград... Дроновые тигры. Которые Калининград хотят захватывать. Они же опять-таки, они же как захватывать? Они хотят, чтобы НАТО захватило. Ну, не Латвия пойдет Калининград отбивать, они хотят, чтобы НАТО захватило, да. То есть они еще тоже, в общем, за свои слова на официальном уровне министр иностранных дел поплатится. Вы на самом деле страшный вопрос задали, честно говоря, потому что действительно украинские дроны и ракеты, пока что больше дронов, а ракет почти не было, но ракеты появятся, я в этом не сомневаюсь, бьют по российской логистике, а российские, скажем так, средства почему-то, за исключением того, что произошло 2-3 дня назад, ну, такие эпизоды было всего 2 или 3 за весь этот период, 5-й год уже еще раз, не били по украинской логистике. Логистика, Александр, вы говорите, можно перестроить. Ну, никак не перестроишь, скажем так, снаряды. Снаряды – это ЖД. Ракеты, там, которые там для Хаммерса, для Бука, для кого еще там, для Калибра, для всех остальных, это по домам не расставишь. Это в кустарных условиях или там на гараже себе не сварганишь. Да ладно. Да, невозможно. Да ладно. Знаете, сколько это весит? Как без такелажной роты вы это куда-то где-то как-то загоните? Не, подождите. Речь же идет о логистике доставки. С Урала будет идти туда, ближе к Украине, с запада, от Петропавла. Помните, с вот этой инициативой про снаряды, которая провалилась, причем 2 раза провалилась, потому что проворовались. Будет идти с Сербии, с Чехии, вот оттуда, да, там будет, с Болгарии, кстати, с той же вооружения, будет идти вот ближе к Украине. Ну вот и все. Оно так идет. Оно идет либо... Почему в России не может так идти? Вот понимаете, вот мне вот этот уровень аналитики, меня иногда немножко... никто не просчитывает риски, угрозы, никто не пытается проанализировать. Если вы... Понимаете, в чем дело? Провоцируя вот эти все вещи, все говорят: вот Путин, ха-ха-ха, смеются, там ядерное оружие тестируют вместе с Лукашенко. Но он же это тестирует, он же типа как бы сигнал посылает, что типа смотрите, аккуратнее.
Но если мы превратим условно европейскую часть России в Украину, ну, у кого будет шансов больше? Понимаете, в чем дело? Если народ посмотрит на вот это все, да, и не пойдет стрелять из пушки или там из танка по Белому дому, ну, имеется в виду по Госдуме, там, как путч организуют, переворот, спросит Путина, на это же идет расчет. А если произойдет наоборот, они скажут, ну, окей, война так война, и начнут дружненько, точно так же. А мне скажут, Россия не такая страна. Ну так, может, что не нужно до этого доводить. А у нас, видите, вот просто эта спираль эскалации, понимаете, она закручивается, но в эскалацию-то можно вдвоем играть. А если мы просчитаем наперед, ведь опыт-то, это ведь не бог весь какой опыт. Дроны, это не бог весь какие страшные там технологии, машинное зрение, автоматическое наведение целей. Вы думаете, у России этого нет или там, ну где-то может слабее развито? Ну это же, вот сегодня показали во Вьетнаме какой-то чудак военный взял маленький-маленький такой катер, положил туда гранату F1, завел и пустил ее по самонаведению. Вот вам тот же Бэк. Нет шибко таких откровенных технологий, которые перевесят. Но размеры и масштабы, они играют значение. Бог на стороне больших батальонов все-таки. Именно поэтому я говорю, что количество имеет значение, и количество само по себе это уже качество. Но когда вы говорите про этих беков, слушайте, откуда запускали все беки, которые уничтожили российский Черноморский флот? Из порта Одессы, что ли? Из порта Очакова. А если Россия имеет такие же беки, почему порт Очакова все еще в целости и сохранности? Более того, я спрошу более страшный вопрос. Почему за весь этот период, 5-й год, бомбили Николаев, бомбили Измаил, бомбили Рени, бомбили Одессу, бомбили Днепр, бомбили черт что, а Очакова ни разу, черт возьми. Сколько раз бомбили Очакова, где находится то есть британская военно-морская база, откуда все эти беки запускали, которые загнали в бухту Севастополя, скажем так, весь этот российский Черноморский флот, а потом пришлось даже оттуда их переселять в порт Новороссийск, куда все равно продолжают их бомбить. Почему есть омерта, вернее не омерта, табу на то, чтобы ты бил там, где формально является территорией Украины, реально является британской военно-морской базой, и именно поэтому лупим только то, что категорически решительно является Украиной, и где нету британцев. Когда мы говорим об этой логистике, еще раз, я возвращаюсь к тому формату, который Путин принял на себя, и ради которого это продолжается 5-й год, а не 5-й месяц или 5-й неделя. То, что он договорился 16-го, это было июня 2021 года на берегу славного Женевского озера с Джозефом Байденом, он это соблюдает. Есть ограничения, которые он соблюдает. Первые пару-тройку лет и Украина соблюдала массу ограничений. То есть это, мягко говоря, очень странная война. Самое простое, самое бескровное, самое эффективное – это отрубить абсолютно все газовые и нефтяные потоки, которые идут через Украину, потому что все то, что наполняется, идет именно из этих больших магистральных труб, раз – и разбомбить все входы в Украину со стороны Польши, откуда идет это снабжение, чтобы сделать это ямой диаметром 50-100 метров, откуда только суслики могут пройти, или там колорадские жуки или птички могут перелететь, чтобы даже телега со ослом не смогла туда вообще-то пройти. Если ты перережешь логистику, а не бомбишь ее уже внутри в стране, терроризируя людей, и там энергосистемы, и всякой такой, и всякой дикости вообще такого. Все, война закончится через пару-тройку недель. Ну ладно, месяцев. Там сухие пайки съели, боеприпасы отстреляли, больше дальше некуда, и все. Что у Украины есть промышленность, которая может кормить или вообще-то поддерживать вот эту армию, чем нужно. Все привозное. Все через логистику объездной дороги города Жешува. Я там тоже ездил 20 с чем-то раз, а может и больше. У меня на глазах делали эту стройку, потому что с 2003 по 2011-2012 год для того, чтобы приехать,
через Жешув надо было проходить через самый центр города, через 15-20 светофоров. Потом начали строить эту объездную дорогу на этот относительно небольшой город, не только там, в Люблине тоже. То есть мне стало понятно, что это логистика не для удобства людей, это инфраструктура не для того, чтобы полякам было хорошо. Эта логистика имеет милитарное вообще-то значение. А так оно и произошло. Там все сливается, там аэропорт, там все прибывает, там ЖД-составы, потом эти ЖД-составы в сторону Ровно, Луцк, Львов и так далее и тому подобное въезжают на территорию Украины. Там надо бомбить. Там и только там. Не надо вообще-то людей кошмарить. Не надо сейчас обсуждать, а НПЗ надо лупить? Нет. А вот это надо лупить? Нет. А вот это надо лупить? А сколько там? Это безумие. Это просто саду-мазу. Режем хвоста по позвонкам без наркоза. Зачем? Чтобы страдание было? Чтобы время шло? Ну, на мой взгляд, это дикое безумие. На кого играет время, как вы считаете? Ну, здесь, конечно, единого ответа дать не могу. Россия, конечно, в конце концов все равно выиграет, победит, но это будет не при Путине, потому что при Путине Россия не может победить даже Эстонию. Эта команда Кремля, она является синонимом слова поражение, причем унизительного, оскорбительного поражения. Они не могут, они соблюдают вот эти ограничения. Они вынуждены, они живут в формате, который делает любую победу невозможной. Слушайте, не мне вам рассказывать, 2014 год можно было взять Киев. 2015-2016 год, после Дебальцева, после Иловайска можно было? Можно. Кто запретил? Кремль. Не я, не мы, не вы. Кремль запретил. Потом было, и причем он в этом признавался. Но вот это не стримое целое кино, это было Кондрашова, который там делал по поводу Путина такое бравурное. И он там все себе выложил, выкладывал. Потом Оливер Стоун снимал фильм по поводу Путина. Там тоже много чего сам себе признался. Потом с этим Павлом Зарубиным, придворным журналистом, тоже много чего сам себе говорил. Он об этом говорит. Я ничего не придумываю. Кто вообще-то говорил, что давайте делать референдум Луганский и Донецкий 11 мая 2014 года, мы за вас постоим, наша армия, ваши жены здесь, мы вообще-то вместе, давайте как Крым. И 7 приехал господин, найдите, Дидье Бурхалтер, президент Швейцарии, который в это время возглавлял какой-то там, не помню какой союз. Ну, президент какой-то Швейцарии, найдите. И после этой встречи несколько часов Путин вышел, стал жевать себе язык, смотреть верхушечки ботинок своих и сказал, ну, слушайте, ну, не надо сейчас этот референдум. Как это 5 дней осталось? С 7 по 11 5 дней осталось. Ты нас поддерживал, ты нас подбадривал. Как это? Он, Дидье Бурхалтер, ему объяснил от имени глобальных бакстеров. Вот твои счета, вот твои компроматы, вот то, что тебе было разрешено, Крым брать, да, на такие условия, так и все. Барак Хусейн Обама дал добро, а вот Луганский, Донец не даем добро. Так что имей в виду. И мы сейчас ждем, чтобы мы вышли сейчас перед прессами, ты это сказал, и это висит на сайт kremlin.ru. Можете найти по датам, по событиям, что он именно там сказал. Есть текст, есть видео, есть аудио. Все необходимые документы там есть. На сайте kremlin.ru. Администрация президента Российской Федерации. События. По датам. То есть его признание и доказательства в предательстве, как к людям Донбасса, так и к людям Российской Федерации, так и ко всем русским, такая длинная и толстая полоса фактологии есть, что только, не знаю, какая-то геббельская пропаганда в состоянии немножко приглушить или замазать это какими-то другими тонами. Пока Путин в Кремле, никакой Донбасс, никакая Украина, никакой левый берег Днепра, ничего не будет, кроме того, что мы сейчас обсуждаем. Ничего. Никакая Эстония, никакой Сувалский коридор, никакое НАТО, никакая ядерная бомба, никакие ядерные учения можно учиться сколько угодно, до посинения. Пожалуйста. Ну, пока Путин там, этого не будет. Просто Так, не будет. друзья, давайте подведем итоги опроса нашего сегодняшнего. Он звучит вот так, и такие результаты. Кто кого кинет? 2% Путин и Трамп кинут Си Цзиньпина. 16% Си Цзиньпин и Трамп кинут Путина. 26% Путин и Си Цзиньпин кинут Трампа.
И 56% Путин, Си и Трамп кинут всех остальных. Вот такие итоги. Что скажете? Ну, мой вариант был 56%, хотя я подозревал, что то, что вы сказали, 26%, будет минимум 40%. Я ошибся. То есть мое предпочтение поддержало количество населения, но я ошибся в прогнозе, что выберет все-таки, скажем так, голос народа, голос Божий, что называется. Так что... Да, неинтересно, кто кого кинет и что произойдет. Ну да, так для опросов это, конечно, важно. Кто кого кинет и в чем будет выражаться этот кидок. Все равно я считаю, что Путин сейчас будет искать, вернее, не будет искать, а будут обсуждать военное союзничество и сотрудничество с Китаем, потому что слова Си Цзиньпина Трампу в лицо ясно указывали на то, что он прекрасно понимает, что после Ирана Китай следующий, Аукус будет сжиматься. Если по поводу Тайваня Америка будет возникать, он уже публично озвучил, что будут большие проблемы. Как Россия будет сейчас на стороне Китая, это вопрос многогранный и долгий. В финале нашей передачи сейчас не будем это обсуждать. Но Си Цзиньпин имеет, наверное, список того, что он хочет получить от России. Я практически не сомневаюсь, что Путин согласится со всем. И более того, я практически не сомневаюсь, что Путин постарается все это сделать. Постарается. Насколько получится, это уже вопрос вопросительный. Потому что я припоминаю, как он обещал поддержку президенту Сирии, доктору Башару Ал-Асаду. Я помню, как он заключал военный договор о сотрудничестве с Ираном, и как встал на стороне Ирана, ну, скажем так, немножко не очень. И сейчас он, конечно, подпишет и согласится, и даже попытается что-то сделать. А не шмогла получиться, черт возьми. Как всегда, не шмогла. Хотели как лучше, но получилось опять не шмогла. Ну вот так вот. Да, значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое за то, что пишете, за то, что оставляете эти вопросы. Значит, поехали. Сообщество YouTube, режим Блиц. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, каких успехов добился Пламен или его партия на последних выборах в Болгарии? Спасибо большое. Ну, мы даже не участвовали, потому что нам запретили участвовать, то есть нас не зарегистрировали, использовали какие-то там бюрократические, терминологические проволочки, что нельзя зарегистрировать второй раз, ну, скажем так, коалицию под названием «Вон из Европейского Союза и НАТО», поэтому мы участниками не были, вот такие у нас неуспехи. Мгм. Андрей, Минск во время Великой Отечественной при освобождении разрушили на 97%. Готовы ли украинцы на такие жертвы, или они хотят остаться под властью фашистов, пишет Андрей. Это по поводу подвластия фашистов, это всегда интересный вопрос, потому что я не комментировал, но это коротко, потому что сейчас мы в режиме Блиц. То, что вы говорили, что удары по Москву вместо того, чтобы активизировали протестное настроение против Путина, будут активизировать сплочение русских, это не дилемма, Александр. Это и то, и другое будут вместе. Именно в этом-то и страшно, потому что это, скорее всего, грянет достаточно конкретной гражданской войны, где вот эти ЧВК, которые насчитывают несколько миллионов человек, особенно у больших корпораций или ЧОПы, то есть частное охранное предприятие, которые микро-ЧВК, можно так сказать, это они будут решать с оружием в руках главные вопросы. И не так называемый народ, не так называемые жильцы, граждане, гражданки и так далее и тому подобное. Они будут в качестве количества туда, куда их призовут, какие-то гегемоны. Вот и все, что будет. И потом будет, естественно, как августовский путч, когда фурами их вывозили, трупов их расстрелянных, которые, ну, грустная история, не будем повторять. Поэтому украинцы, я уверен, здесь та же самая ситуация. Есть люди, которые поддерживают Зеленского, потому что кормятся, они на кормушке. Их очень немного, их, наверное, пару-тройку тысяч на всей Украине, вряд ли больше. Просто денег на всех, конечно, нет. И есть миллионы, подозреваю, даже более 10 миллионов, которые его на дух не переносят и хотели бы, чтобы это прекратилось. А где у них гегемон? Где у них вообще-то тот актор, который может туда выступить? Поэтому вопрос неправильно задан. Естественно, люди не хотят этого. А какие у них варианты? Ты всегда должен сделать то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь, или то, что от тебя ожидают. Как говорил товарищ Сталин, давайте у нас всегда есть реалии возможностей, есть реалии желаний, но они никогда не совпадают. Давайте выпьем за то, чтобы, ну, скажем так, разница дистанции между этими несовпадающими, скажем так, величинами сократилась, ну, чтобы мы приблизились к нашим желаниям. Все, выпили, ну, конечно, вопрос не решили. Так вот такой ответ. Выпьем, но вопрос не решим. Правда, я не пьющий.
Это важное уточнение, да. Вообще не пьющий, 60 лет. Как говорится, а зря, Пламен. А зря, возможно. Петр, Пламен, вы рады победе Болгарии на Евровидении? Последние годы до этого Болгария не принимала участие в конкурсе из-за того, что не хватало денег. На Евровидении 2027 уже в самой Болгарии хватит средств? Знаете, Болгария вообще палец о палец не ударила о том, чтобы Идара выиграла этот конкурс. Это было совершенно по-другому. Люди, конкретные организации принимали участие. Болгарское государство здесь вообще ни при чем. Никаких заслуги нет. Я не рад за Болгарию, я рад за Дарой, что она личную амбицию девочка осуществила, выиграла, победитель. Браво, что называется. Хотя Евровидение я не смотрю. Вернее, никогда не смотрел. Это пошлятина, это какая-то вакханалия противоестественности. Никто не поет на своем собственном языке, никто не выглядит как представитель своего собственного народа, все поют какие-то скверные тексты. С тех пор, как Кончита Вурст выигрывала вообще-то это Евровидение, мне стало понятно, даже по фотографиям, не смотрев и не слушав вот этот плохо структурированный шум, который я почему-то, не знаю, называл песнями, это не песни. Сан-Ремо это песни, рок-музыка это песни, это баллады, шансоны это песни, это какой-то противный шум. И это бангаранга, это вообще не по-болгарски, непонятно по-каковски, это вообще даже знать не хочу. Поэтому за то, что она выиграла, она молодец, выиграла, рад за нее персонально. А вот за Болгарию, которая вообще здесь каким боком? Ну да, кричали люди слово Болгария, потому что сказали, что Дара из Болгарии. А Болгария ничего не сделала за то, что Дара выиграла. Поэтому у меня, мягко говоря, смешано полярные чувства. Вот так я примерно отношусь. Как вам сказать? Ну, слушайте, а что мы хотим, раз вот такое время сейчас? Ну, погодите. Хотим нормально, Конечно, нормально. конечно, будет бангаранга, конечно, будет. А что вы хотите? Ну, так спасибо, хоть не какой-нибудь, правда, что трансгендер победил сейчас, не какие-нибудь, а хоть более или Слава менее... Богу, девочка христианка, по ней, конечно, там не скажешь. Девочка гетеросексуальная, девочка белая. Хорошо, что не выбрали какого-то... Да, не будем сейчас уточнять, а то YouTube внезапно возбудится. Не будем дразнить гусей, что называется. У нее мальчик, муж и так далее и тому Ну, подобное. слава богу. Да, слава богу, да. Ну, нормально спела, победила. Ну, как бы, да, люди проголосовали. Молодец, да, там... Ну, поэтому как бы такой момент. Там интересно с Израилем вот эта вся как бы канитель происходила. Ну, это уже там флаг Палестины повесили, ну и так далее. Ну, потому что это политический в том числе конкурс. А с точки зрения песни, ну, подождите, ну, какое время такие песни? Ну, давайте так тоже. Ну, там, я, конечно, очень... И Россия участвовала в этом, и Украина всегда в этом участвовала. И участвовала вот в прошлый раз, там, какое, 7-е или 9-е место заняли. В общем... Верка Сердючка выигрывала в конце концов. Это Нет, тоже надо. ну давайте так подождите. И Алсу выигрывала, там, и Дима Билан выигрывал. То есть, Да, да. в зависимости от, как говорится, от посыла, от контента. В конкурсе нет ничего плохого. Он просто превращается и мимикрирует с моментом политики Европы, политики, да, и конкретно, скажем так, ну, геополитических вещей и моды современной, да, кто на что гораст, те и соревнуются. Поэтому, как бы, не стреляйте в пианиста, играет как умеет. Значит, что будет с Украиной? Ждет ли ее раздел? Спрашивает пользователь. Я не знаю, что можно делить там, хотя, если сильно захочется, конечно, могут разделить. Но что значит разделить? Если в Кремле, в России было бы политически субъектное руководство, лицо мужского политического пола, любую часть Украины, которую ты оставишь не России, она будет превращена в антироссию, причем не на словах и не вербально, а в военном смысле этого слова. Поэтому если в Кремле бы человек мужского политического пола, он сделал бы и все для того, чтобы Украина стала частью Российской Федерации, СССР, Российской империи, назовите как хотите и все дела. Пока что, поскольку такого
лица именно мужского политического пола там не наблюдается, но ожидается, потому что этот вообще-то не вечный, ему не 30, и не 40, и даже не 50 лет, что называется, хотя собирается 150 с чем-то. С Си Цзиньпином они как раз в прошлый раз обсуждали этот вопрос. Небось сейчас именно, опять же, это будут обсуждать, как жить вечно, оцифрованным, может быть. Так вот, что ждет Украину? Страдания ждут Украину. Потому что после того, как сожгли людей на Куликово поле, после того, как станица Луганская, после того, как Луганск бомбили, после того, как вообще-то вся эта кровавая вакханалия разразилась, убей в себя русского на всей территории Украины, на институциональном уровне, после того, как стали валить эти памятники героев своих земляков, черт возьми, Великой Отечественной войны, как стали валить и воевать уже с памятниками, скажем так, людей других эпох, других веков, просто потому что Екатерина, основатель города Одесса, давайте валить. Пушкин, черт возьми, ужас какой-то. Михаил Афанасьевич Булгаков, тоже к черту. Родину мать, щит ее там, выгрызли вот этот герб, и поменяли вот этим там соколом, там, трезубцем, который вниз там летает, дамгой какой-то хазарской. А как, ребята? Есть символы и знаки, которые требуют из себя большой войны, большого страдания, через которое нужно пройти, и не факт, что оттуда ты выйдешь. Есть многие большие, серьезные, хорошие империи, народы, которые уже занимают свое скромное академическое место на скамейке исчезнувших народов, которые только профильные специалисты продолжают изучать. Не буду сейчас напоминать, а то достаточно длинный такой список. Посмотришь там на учебники истории, какие огромные империи и государства были, а сейчас либо скукожены, либо вообще их нет. Когда ты делаешь то, что противоестественно и, скажем так, против, даже если хотите, против законов мироздания, чтобы ты не чтил и не уважал, и вообще-то не заботился о предках своих, которые историю твою строили, которые в космос тебе вообще-то позволили летать. Ну, а как? Что другое, кроме как страданий? Пока вот такая власть, именно такое и страдание, а то еще хуже будет. Придет в Москве какой-то действительно субъектный, и будет уже по-конкретному. И они уже просят, чтобы это было по-конкретному. Я не говорю, что это хорошо или что это правильно, либо что это хочу. Нет, не хочу. Но я вижу, что логика, военная логика, если хотите космическая логика, это обязательно требует больше вам скажу, чтобы кому-то не показал, что я злорадствую. Моей родной Болгарии ждет то же самое, потому что здесь те же самые негодяи, те же самые предатели сейчас при власти. И война придет и в наших краях до конца 20-х годов 21 века, потому что мы соучастники пока что. Не такие рьяные прямые, как, например, Польша, либо эти там Литва, Латвия и там германцы всякие такие. Господи, здесь же снаряды производились, отсюда дистопливо отгружали. Правда, дистопливо из компании «Лукойл». Так, на минуточку. Частная компания, это не государственная компания, уточняю. Так, на минуточку. Откуда дистопливо, на которое воюет украинская армия? Из «Лукойл». Ну, Палантир тоже не государственная компания, хотя работает с государством Америка, безусловно. Да. Ну, это не российская компания, нет, Палантир? Нет, я говорю, что это не американская государственная компания, это компания частная, но которая работает с правительством Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут все частное, понимаете. Лариса спрашивает: Пламен, вы оптимист, пессимист или реалист? Как бы о себе сказали? Стараюсь быть реалистом, который никогда не забывает попытаться хотя бы быть и оптимистом. И именно поэтому меня называют иногда пессимистом. Смеется тут, посмеивается Александр Леонов. Говорит, Пламен. Он удалил свое сообщение. Ну, раз удалил, не будем зачитывать. Значит, вот такой вопрос. Вопрос Пламену. Вы баллотировались в президенты Болгарии. Вопрос. Если бы сейчас стали президентом Болгарии, а Зеленский проиграл в Украине, Зеленский бы выступал сейчас у Александра в стриме? Хороший вопрос, интересненький, указывает на, скажем так, творческое мышление. Да, я баллотировался 2016 год, я тогда был в России, и мне отправили сообщение: слушай, у нас инициативный комитет, мы собираемся тебя выдвинуть в качестве, почти как «Слуга народа», первые две серии, что называется. Правда, до этого «Слуга народа» еще не было, это 16-й год еще раз. Я сказал: слушайте, во-первых, у нас нет ни денег, ни структур, ни партии, ничего.
По-моему, это дохлое дело. Делайте, что хотите, но у меня здесь дела. Ну, у меня действительно очень много дела осенью 2016 года в России было. И не только в России. А потом, 2 недели спустя, они мне отправили еще одно сообщение. Ничего не знаю, мы уже зарегистрировали. Я не думал, что они смогут зарегистрироваться. Зарегистрировались. И мне пришлось бросить все и кинуться. И из 30 дней кампании нам разрешили показываться в СМИ всего 11 дней, то есть запрещали СМИ заключать с нами договора, потому что тогда мы поддерживали линию, которая там считалась, ну, мягко говоря, расстрельной. То есть всегда задавали вопрос, чей Крым, я спрашивал, ну, посмотрите, какой флаг, и люди как проголосовали, вот чей Крым. И другой вопрос, как вы относитесь к Путину, 2016 год, я к Путину, и даже частично 2017, и даже первый квартал 2018, но это уже были какие-то остатки, потому что я не хотел видеть правду, тоже, скажем так, имел какие-то свои иллюзии, относился положительно, и это заявлял публично в Болгарии, что приводило их к истерику, и каждая неделя, когда мы были на выборах и месяц спустя этого, минимум 2 раза в неделю ко мне поступали смертельные угрозы, меня и моей семьи. Я о семье, конечно, не говорил, семья тогда была в Москве, поэтому если я что-то рисковал, я рисковал только сам собой. Ну, по крайней мере, тогда пронеслось. Поэтому я был кандидатом президента Болгарии 2016 года. И если... Не, в этом году, конечно, еще раз, здесь уже я знаю, какие бюджеты, что нужно, как нужно и сколько нужно. Я знаю, что у меня этого нет. И если это будет, условия будут такие, что они мне не понравятся. Поэтому посмотрим, конечно. Но пока что... Да, в этом году будут президентские выборы в Болгарии. Пустим ли тогда Зеленского в передачи Шелеста, либо у меня, а почему бы и нет? Интересно Да. было бы послушать, что он расскажет. Вот такой еще вопрос, давайте на нем закончим. Наш сегодняшний эфир. Был ли Пламен пионером? Что помнит из пионерского детства, если был? Я не только пионером был. У нас это были и, скажем так, до того, как ты вступаешь в пионера, у нас это называлось чавдарчи. Пионеры это с красной, скажем так, с красной, ну не галстуком, да. А чавдарчи это с синеньким. И мы просто готовились быть пионерами. Так что я был и тем, и другим, и даже комсомольцем был. Правда, комсомольцем я был не очень ретивым. И когда хотели меня сделать комсомольским руководителем нашего класса, я настроил весь класс, чтобы мы выбрали какую-то другую девушку, которая мне все еще в обиде, потому что на ней свалилось очень много дел, и она тогда расплакалась. Но я сказал, не переживай, мы будем помогать. И мы ей помогали, и с тех пор мы остались большими друзьями. Так что вот так. Я был и теми, и другими, и третьим, и четвертым. Членом болгарской коммунистической партии не был. Приглашали. Я сказал, вы неправильные ребята, я вами недостоин, ну и вы меня недостойны. Вот коммунистом я не был. Тогда не был. Вот сейчас я более убежденный, чем тогда, но тогдашние коммунисты это были уже оппортунисты. И поэтому я не жалел, что тогда не вступил в эту партию. Они оказались мерзавцами. Вот эти поздние коммунисты это антикоммунисты. Ну, в общем, с днем пионерии вас, Пламен, тогда. Спасибо. Разбыли. Значит, всем большое спасибо, что побывали на нашем эфире. Пламен, спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, не пьющие, которые такие, ну, я офицер, но не пьющий, вот так. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все остальное у вас приложится. Еще раз, колокольчик, беленький, черненьким, и по ком звонит колокол. Давайте посмотрим через YouTube. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует. Друзья, всем добра и света. Увидимся. До скорого.